И в какой-то момент я понял, что Испания – это самый оптимальный вариант. Когда вы приезжаете в другую страну, кажется, что самое сложное – это решиться и уехать. Но на самом деле самое сложное начинается после. И это оформление и получение ВНЖ. На предыдущем видео я уже рассказывал, что я рассматривал разные страны для переезда. Германия, Испания, Италия, Швеция. Но в итоге я решил, что Испания – это для меня самый лучший вариант. И остановился на Испании. А выбрал я Испанию, потому что прекрасный климат, очень хорошая политика и достаточно хороший уровень жизни. А также в Испании больше вариантов легализации, чем в других странах Европы, а сами процессы происходят достаточно быстро и проще. В итоге я принял решение, купил билет и приехал в Мадрид, в Испанию. И вот уже здесь начался самый важный этап – оформление документов. Сегодня хочу вам дать общее понимание, какие же есть способы и методы легализации в Испании. А на следующих видео я более подробнее разберу и расскажу про каждый способ отдельно. Первый из способов – это студенческая виза. Вы можете поступить в какую-то языковую школу, например, это легче всего, получить студенческую визу и приехать уже с визой сюда. Эта виза вам дает возможность проживать в Испании, не дает разрешения на работу, но, по крайней мере, вы можете находиться здесь и уже начать сам процесс оформления вида на жительство. Это дает вам возможность легально находиться в Испании, изучить язык и понять, как все здесь обустроено. И это на самом деле очень важный этап, потому что у вас появляется время без давления, чтобы разобраться во всем и принимать правильные решения. Если дальше вам все нравится и вас все устраивает, вы можете спустя некоторое время проживания здесь со студенческой визой, вы можете найти работу, подписать контракт, и на основе этого контракта вы можете получить ВНЖ. А второй вариант – это покупка недвижимости. Это больше подходит для людей, которые хотят инвестировать, у которых уж есть хорошая финансовая база и могут, инвестируя, покупая недвижимость на территории Испании, податься на вид на жительство. Но этот вид на жительство будет без права на работу. Но этот вариант требует серьезных инвестиций, поэтому не подходит для всех. Но при этом Испания очень мощная страна, тут очень сильно развит туризм и рынок недвижимости. И третий, я бы сказал, самый распространенный вариант среди людей, среди мигрантов из наших стран, из постсоветских стран, это политическое убежище. А правильная международная защита, так называют политическое убежище в Испании. Это когда человек обращается к государству за защитой, за помощью на основе причин, связанных с его безопасностью и условиями жизни. Этими причинами могут быть политические взгляды, религиозные убеждения, сексуальная ориентация, либо же какая-то болезнь, которую вы не можете лечить в своей стране, также подходит для получения международной защиты, либо же политического убежища. Но лучше всего, я бы сказал, подходят представителям ЛГБТ, так как мы все знаем, что в наших странах, в постсоветских странах ситуация достаточно плохая, очень много проблем, связанных с безопасностью сексуальных меньшинств, поэтому я думаю, что этот вариант идеально подходит для этого кейса. Я не буду входить сейчас глубоко в тему, потому что это очень большая и серьезная тема. Буду снимать и выкладывать отдельное видео, где я буду разбирать каждый способ, рассказать вам, как и где вы можете податься на вид на жительство и сколько занимает весь этот процесс, потому что я сам прошел через этот процесс и знаю все изнутри. Единственное, что вам скажу, что это достаточно долгий процесс, но он существует и реально работает. Так что на самом деле вариантов легализации в Испании больше, чем в других странах Европейского Союза. Да, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И почти всегда можно найти путь, который вам подходит лучше всего. А самый главный и мой личный совет вам – это не бояться, решиться и сделать первый шаг. С этого все начинается. Так что, если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях, я вам всем отвечу. Благодарю за подписки и за лайки, и очень скоро встретимся на следующем видео.